Здравствуйте, надеюсь, нас тоже слышно и видно. Мы рады вас видеть. Еще в конце прошлого года была идея с вами пообщаться в офлайн формате, но по определенным причинам мы не смогли это сделать, но зато сейчас мы с вами можем в онлайн формате поговорить и надеемся на продолжение уже в офлайн формате, лично, очно, и ждем вас, приглашаем в Краснодар, Краснодарский край. Сергей Мирославович, я вас представлю для наших слушателей, зрителей, подписчиков нашей аудитории. Сергей Мирославович Маркедонов – это ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации и ведущий эксперт в вопросах этнополитических процессов, специалист по проблемам национализма, нациостроительства, конфликта на постсоветском пространстве. Большое спасибо за то, что приняли наше приглашение в участие. Руслан Муратович Машицер, для тех, кто не знает, я надеюсь, все знают из наших подписчиков, это председатель АТКХ Краснодарского края, кандидат исторических наук Руслан Муратович, Сергей Мирославович. Я думаю, мы можем начинать, и люди постепенно будут присоединяться к нашему эфиру. Тема сегодняшнего эфира – это Северно-Кавказские политические оптики. Мы все-таки будем делать акцент на Северном Кавказе, на северо-западном, на адыгах, но в том числе и поговорим о соседях в целом, о глобальных процессах, происходящих сегодня и волнующих широкую массу нашей аудитории. Вам слово, Руслан Ильич. Добрый день, уважаемые зрители. Я рад приветствовать Сергея Мирославовича. Сергей Мирославович, мы за вами следим, за вашими статьями, за вашими публикациями. Мы смотрим ваши интервью, позиции ваши нам симпатичны, скажем так. Вот, и давно хотели с вами непосредственно познакомиться, ну и лично познакомиться. Сейчас получается онлайн, вот так вот первая наша встреча. Я думаю, что она будет достаточно продуктивной, полезной. Мы ряд вопросов подготовили уже, Сергею Мирославовичу отправили. Если можно, не будем тянуть, как говорится, время, непосредственно перейдем, начнем непосредственно с вопросов. Да, и первый вопрос на повестке – это в чем особенность Кавказа в целом и северо-западного Кавказа, в частности, северного Кавказа, в частности? Уважаемый Руслан Муратович, уважаемый Нурбий, спасибо большое за это приглашение. Я рассматриваю его действительно как начало очень продуктивного сотрудничества. Для меня Краснодар и Краснодарский край – это не пустой звук, что называется, не просто место на географической карте нашей необъятной родины. Дело в том, что я сам родился в Ростове-на-Дону и там закончил университет, Ростовский государственный университет, сейчас он называется ЮФУ. Я, честно говоря, в данном случае человек консервативный, привык называть свой вуз Ростовским государственным университетом. Именно в него я поступал, учился, заканчивал его. В Ростове же я заканчивал аспирантуру, ну а затем уже моя карьера была связана с Москвой и с изучением Российского Кавказа и Кавказа в целом. Это приоритетные темы. Поэтому сейчас я оказался почти что на родине, да, потому что Краснодар, Ростов – это соседние регионы, и нас много связывает. В том числе, между прочим, и продуктивная научная конкуренция, потому что всегда наши школы и, так сказать, соперничали определенным образом, но и сотрудничали всегда. А теперь с лирикой я закончу, и действительно давайте пройдемся по вопросам. Мне кажется, что в такого рода форматах, наверное, нудные лекции – это не самое лучшее. Люди пришли с какими-то своими собственными вопросами, представлениями, и обмен мнениями важен. Мне кажется, что вот какая-то сверка часов, обмен интересными мнениями, дискуссия – это то, что нужно, а не просто, так сказать, произнесение какого-то монолога. Что касается Кавказа, вы знаете, когда-то известный французский востоковед, лингвист, человек, который расшифровал знаменитый Розетский камень, Франсуа Шампольон, он говорил, что география – это глаза и уши историка. Давайте попробуем их раскрыть, я тем более историк по базовому образованию. Действительно, когда мы говорим о Кавказе, мы сразу сталкиваемся с несколькими образами. Можно основывать наши оценки на формально-юридических принципах. Тогда Северный Кавказ – это СКФО, это 6 субъектов республик Северного Кавказа плюс Ставропольский край.
Но, честно говоря, меня такой формально-юридический подход не очень удовлетворяет, потому что вопросы культурные, вопросы исторические, вопросы идентитарные, они всегда шире, чем просто формально-юридические. Вот если мы говорим о Кавказе российском сейчас будем говорить, тот же самый Краснодарский край, он разве к Кавказу не имеет никакого отношения? Регион, который имеет выход к Черному морю, регион, который граничит с Абхазией. Понятное дело, что даже один выход на Абхазию дает широкий выход на кавказскую динамику в целом. То же самое, вот если Нурбий уже сказал, сакцентировал внимание на северо-западном Кавказе. Вот когда я делаю такую вводную лекцию для студентов, я говорю, вот в Нальчик вы приезжаете, и в центре города, примерно между Кабардино-Балкарским государственным университетом и знаменитым Атажукинским садом, знаменитым парком, такой достопримечательностью Нальчика, находится площадь Абхазии. Она ведь там неспроста находится. Это событие, связанное с грузино-абхазским вооруженным конфликтом, с участием черкесских, кабардинских добровольцев в этих событиях на абхазской стороне. Но ведь это участие тоже было не просто каким-то поиском там наемниками удачи, что называется. Это было не участие рыцарей удачи, да, в конфликте. Такое участие, такая поддержка была обеспечена благодаря многовековым связям между адыгскими народами и абхазами. И вот таких связок немало. Адыгея, субъект, который находится, можно сказать, в рамках Большого Краснодарского края. Да? Ведь очевидно, что Адыгея тоже имеет серьезные связи и с Кабардино-Балкарией, и Карачаево-Черкесией. И связи эти проявляются как на уровне внутрикавказской кооперации, так и по международным сюжетам. Сюжеты такие, как репатриация, например, адыгов из Косово в конце 90-х годов, или репатриация адыгов или черкесов из Ближнего Востока, особенно после сирийского кризиса. Поэтому, если говорить о Кавказе, вот попытаться какую-то метафору найти, да, то, конечно, Кавказ – это меняющийся регион. Это регион, который на протяжении очень многих веков был ареной конкуренции геополитической. Если мы посмотрим на 16-18 века, то это конкуренция между османской и персидской державами. С 18 века активно в эту конкуренцию подключается Россия. Хотя первые пробы пера были раньше. Еще сын Ивана Грозного, Федор Иванович, среди своих титулатур многочисленных, именовался царем Иверским, что показывало определенные связи и претензии на Грузию. А можно вспомнить и Тарки, знаменитые, да, попытки установить российское влияние в XVI веке, но активно уже интегрирует Кавказ Россия в XVIII. И мы можем говорить, что в середине XIX Кавказ – это то, что мы называем Закавказьем. Часто, правда, представители Армении, Азербайджана, Грузии обижаются, что вот мы используем такой термин, а мы объясняем, почему мы это делаем. Во-первых, потому что понятие Южный Кавказ, оно турецко-османского происхождения, а во-вторых, понятие оказалось дискредитировано в период Второй мировой войны, потому что его активно использовало Министерство по восточным территориям нацистского рейха во главе с господином Розенбергом. И поэтому официально, вот если вы почитаете концепции российской внешней политики, то доминирует понятие Закавказья. И вот если мы посмотрим на середину XIX века и до начала XX, то и Южный, и Северный Кавказ, или Закавказье и Северный Кавказ, оказывались под одним суверенитетом. И здесь тоже мы найдем массу связей, которые существуют. Да? Дагестанские народы, Азербайджан, значительная часть азербайджанцев сегодня проживает в южной части Дагестана. И в то же самое время значительный ареал лезгин, аварцев, малых народов Дагестана, таких как цахурцы, проживает на азербайджанской территории тоже. Конечно, вопрос Осетии, южной, северной, это то, что связывало долгое время и до сих пор связывает, когда-то в позитивном, а когда-то и в негативно-конфликтном ключе, Россию и Грузию. Трудно от этого уйти. Фактор армянский, безусловно. И не только в контексте армяно-азербайджанского конфликта, но и в контексте вообще армянской общины, которая присутствовала в истории Северного Кавказа всегда и везде. Это и Ставрополье, это и Краснодарский край. И это не только связано, опять-таки, с процессами распада Советского Союза. Возьмем, например, Черкес-Агаев, да, это традиция многовековая. Тот же самый Армавир. Или я сам из Ростова-на-Дону, Нахичевань-на-Дону. Да, это тоже важное присутствие. То есть Южный и Северный Кавказ – это то, что действительно тоже имеет большую связку и политическую, и в вопросах безопасности, и в вопросах культуры.
Да, можно посмотреть даже на события последних лет. Мы часто увидим, когда Южный и Северный Кавказ оказываются переплетенными. Я уже говорил здесь о грузино-абхазском конфликте, о связи между адыгскими и абхазскими народами. Не случайно, например, Михаил Саакашвили и его команда, пытаясь вбить клин между абхазами, адыгами и русскими, предпринимала ряд законодательных инициатив, в частности в 2011 году, как раз на это нацеленных. Тоже неспроста. Это говорит о тесной связи. Дальше, в период распада Российской империи, Южный Кавказ и Северный, или Закавказье и Северный оказывались, в общем-то, в разных проектах государственных. Это была площадка большой конкуренции, как больших игроков внешних, поскольку когда один игрок России ослаблялась, сразу на Кавказ устремлялось множество игроков. Мы как-то мало задумываемся, что наш Северный Кавказ является ведь, между прочим, одной из последних арен битв Первой мировой. Вспомните турецкие экспедиции в Дагестан. Да, когда мы посещаем с вами Дербент, мы видим отметины на армянском храме в южной части Дагестана, в Дербенте. Да, это следы, собственно, обстрелов турецких и так далее. Вспомните недавний сюжет, который вызвал такой большой резонанс, попытки какую-то провести мемориализацию турок в Дагестане. Да, это вызвало тоже такую шумиху определенную, потом от этой попытки пытались отказаться и так далее. Но в любом случае этот сюжет имел место. В дальнейшем, когда процесс советизации стал происходить, опять Закавказье и Северный Кавказ оказались под одним советским суверенитетом. И здесь мы можем говорить о том, что советский период, конечно, был противоречивый. Здесь нельзя одной меркой, одним аршином подходить к этому измерению. Здесь сразу встает, конечно, событие, которое особую роль имеет, это битва за Кавказ. Вот, знаете, мы произносим там битва за Кавказ, там очередная годовщина, мало задумываясь, что битва за Кавказ ведь по продолжительности своей была на втором месте после блокады Ленинграда. 442 дня. Чтобы было понятно сравнение, да, битва Курская это 50 дней примерно, битва за Москву 70, битва за Сталинград 200, битва за Кавказ 442 дня. И не зря один из приближенных Адольфа Гитлера, его любимый архитектор Альберт Шпеер, говорил о том, что война с Россией это борьба за нефть прежде всего, которая была на Кавказе, еще тюменскую нефть не открыли. То есть это, с одной стороны, событие, которое показало о том, что разные народы Кавказа, они едины. Это была такая большая, в общем-то, попытка провести большой стресс-тест, если так можно сказать, и для народов Кавказа, и для Советского Союза в целом. Но это одна сторона медали. Можно вспомнить также и успехи разные, достигнутые в модернизации, которые кавказские народы внесли, да, в целом в советский проект. Но и негативные сюжеты, связанные, конечно, и с репрессиями в большом спектре, от давления на религиозные группы, коллективизации, конечно, депортации и проблемы репрессированных народов, которая аукалась очень сильно нам и в 90-е, когда, опять-таки, некоторые процессы политической либерализации наступили, и много острых тем, так сказать, эхо прошлого стало звучать. Но с распадом Советского Союза мы увидели опять определенное разделение. Да, вот Северный Кавказ, он в составе России. Мы говорим российский Северный Кавказ, это важная часть. Вот вы знаете, Нурбий, обычно, когда говорят про Северный Кавказ, включают либо экономический фактор, либо геополитику, либо геоэкономику, я бы сказал. Да? О чем говорят? Ну, про нефть я уже сказал, да? Про ресурсы. Говорят, что это ресурсно богатый регион, может быть, сейчас уже не столь значимые в связи с тем, что появилась кладовая, да, и открыли, так сказать, эту кладовую в Сибири, но, тем не менее, важный регион ресурсный. Конечно, говорят о географическом положении. Кавказ – регион между Черным и Каспийским морем. Каспийское море крайне важно. Вот в свое время мы говорили об окне в Европу через Балтику, но Каспий – это окно в Азию, да, в контексте диверсификации российской внешней политики это крайне важно. Притом это и незамерзающие порты и так далее и тому подобное. Но я бы только об этом не говорил. Это не только проблема геоэкономики, геополитики, какой-то ресурсной значимости. На Кавказе люди живут в первую очередь. Если говорить только о СКФО, это примерно 7% всего населения России. Между прочим, немало, 7%. Если же взять еще плюс Краснодарский край и посмотреть на Северный Кавказ не в формально-правовом, а в культурно-историческом разрезе, то это получается 10-я часть россиян.
10-я часть россиян здесь. И это люди, которые участвуют в процессах, в том числе, и, наверное, не в том числе, я неправильно сказал и неудачно сказал, а надо, наверное, говорить прежде всего в создании российской государственности. Вот мы говорим часто конституционное законодательство, правовое государство. Но вот в этом контексте почему бы не вспомнить роль известного выдающегося юриста Юрия Хамзатовича Калмыкова, человека, который был причастен и к разработке Конституции Российской Федерации, и многих конституционных законов, человек, который считается наряду с Тарховым основателем Саратовской юридической школы, одной из важнейших школ вообще цивилистики в Российской Федерации. Мы можем и другие примеры привести. Примеры депутатов с Кавказа, участников специальной военной операции и много других примеров, которые показывают, что народы Кавказа это не просто что-то такое, знаете, пляшущее, поющее, как иной раз у нас показывают по телевизору, что Кавказ это так, вот знаете, шашлык там, танцы и так далее. Да не только шашлык и танцы. Это, между прочим, и Дагдизель, завод важных технологических процессов, связанных в том числе со строительством подводных лодок. Конструктор Гаджиев, опять-таки, можно вспомнить эту историю. Вот. Это Электроцинк, важное предприятие в Северной Осетии. Это научные школы и много другое. Вот я бы считал, что, говоря о значении Кавказа, важно понимать, что этот регион – это не только ресурсная база, это не только порт, это не только нефть, это не только житница, да, вот можно тут, конечно, вспомнить знаменитый любимый кинокомедийный фильм, это и житница, и здравница, и все вместе, да, но прежде всего это людской фактор, человеческий капитал. Вот в последнее время, и, кстати, вот в МГИМО я являюсь руководителем одного из коллективов, который занимается исследованием человеческого капитала в вопросах дерадикализации. Человеческий капитал чрезвычайно важен, потому что Кавказ, среди прочего, это и удивительный синкретизм и опыт взаимодействия совместного православия, ислама. Это тоже важно, между прочим, научиться вот в такой сложной этнополитической, конфессиональной ситуации находить какие-то общие точки. Это и традиции богословия, которые для России стали, например, если говорить об исламском богословии, исламском образовании, альтернативой всяким радикальным версиям, которые очень активно стали к нам приходить по мере распада единого союзного государства, политической либерализации и так далее. Вот не случись этого человеческого фактора, мы бы с вами многие проблемы имели. Поэтому, говоря о Кавказе, вот мне кажется, его значение гораздо больше, чем либо такое, знаете, культурно-фольклорное измерение, либо исключительно военно-политическое. Это человеческое измерение. Ну и Северный Кавказ, как мы сказали, часть Кавказа, которая под российским суверенитетом. Но и страны Закавказья, они важны. Армяно-азербайджанский конфликт, мы видим, какую роль играла Россия в его урегулировании и в 90-е годы, потому что первые документы, которые были посвящены и приостановке военных действий, и переговорному процессу, и все ключевые планы, пакетный, поэтапный, общее государство, мадридские принципы, трехстороннее заявление 2020 года, они с Россией были либо напрямую, либо в каком-то еще контексте связаны. То же самое касается процессов в Абхазии и в Южной Осетии. Сегодня видим мы некоторые осторожные шаги в плане нормализации российско-грузинских отношений. Это все будет непросто. И я не стал бы здесь заниматься такими шапкозакидательскими настроениями, что вот там состоятся выборы, и уже Грузия в сфере российского влияния. Нет, конечно. Еще очень много предстоит сделать. И многое, к сожалению, было упущено, и многое было таким, знаете, предметом инерционных подходов. Никуда не денутся, а куда они от нас уйдут. К сожалению, все могут деться и все могут уйти. Поэтому многие уроки тоже надо извлекать правильно. Да, сегодня государство Закавказья – это независимые страны, но никто не сказал, что быть независимой от России страной – это значит быть антироссийской страной. Вот когда говорят о национальных интересах той или иной страны, я всегда подчеркиваю особо. Иметь национальный интерес – это не значит во всем совпадать с Россией, но это не значит быть всегда во всем против России. Вот это очень важно. Мне кажется, вот эти уроки надо всячески усваивать и помнить о них. Ну и, наверное, крайний в этой части тезис.
Северный Кавказ, конечно же, не является субъектом международного права. И понятно, что субъекты Российской Федерации, они не могут вести самостоятельную внешнюю политику. Однако же, кавказское измерение, оно традиционно важно по многим доскам, если так можно сказать. Понятное дело, что многие религиозные, духовные, политические авторитеты, экономические и так далее, так или иначе связаны с ближневосточными процессами. Потому что, наверное, одна из самых крупных исламских общин вообще в России, она находится на Кавказе. И, понятно, здесь есть особая чувствительность. Иногда эта чувствительность приводит и не к очень позитивным результатам. Можно вспомнить истории прошлогодние, которые так нас в негативном ключе, я бы сказал, взбодрили. Да? История с Хасавюртом, с Махачкалой, были там попытки распространения антисемитских взглядов и так далее. Это крайности, которые, конечно, не приносят позитивных результатов. Но если убрать вот эти проявления радикализма, ведь само по себе сочувствие к судьбам многих родственных народов, тех же кавказских народов, которые проживают на территории Турции, стран Ближнего Востока, это есть. Это есть черта, и она весьма серьезно, да, влияет. Можно говорить и о том, что на Среднем Востоке, тот же самый Афганистан, да, представители Афганистана приезжали в свое время в Чечню, да, пытались какие-то контакты установить. Вот этот интерес к восточному, условно говоря, измерению, оно может касаться и исламского измерения, и тюркского измерения, и адыгского, в целом диаспорального измерения. Плюс экономические контакты, конечно же. Все это весьма важно. Все это поднимает, опять-таки, значение Северного Кавказа для в целом российской повестки, как политической, так и гуманитарной. Спасибо, Сергей Мирославович. Действительно, в исторической перспективе значимость Северного Кавказа для России и России для Северного Кавказа достаточно высока. Вы об этом сейчас сказали, так тезисно обозначили этапы взаимодействия исторического, культурного, и главный фактор отметили, что это человеческий фактор. К сожалению, действительно в сфере внутренней политики уделяется, на мой взгляд, недостаточное внимание именно человеческому фактору, человеческим взаимоотношениям, то есть вопросам, связанным с межнациональными, межконфессиональными отношениями. А вот Северный Кавказ современной геополитики, сегодняшняя ситуация, каково его положение? Вот главные игроки, задачи, цели. Сегодня кто, скажем, грубо говоря, претендует играть здесь по-крупному на Северном Кавказе? Хотелось бы отдельно услышать и по Западному Кавказу, Северо-Западному Кавказу, если можно. Спасибо большое. Но я повторюсь, есть определенная особенность, да, вот когда мы пытаемся говорить о Грузии, Армении, Азербайджане, понятно, это независимые государства, у которых есть МИД, есть посольства, их в разных странах, и более-менее понятны их устремления, да. Вот если Армения долгое время проводила линию евразийской интеграции и рассматривала Россию в качестве главного стратегического партнера, сейчас мы видим определенную попытку пересмотра этой линии, она корректируется. Не то, чтобы это все случилось в одночасье сегодня. Определенные попытки, скажем, уравновесить отношения с Россией, контактами с Западом и с Ираном были раньше, но сейчас это более четко фокусировано. Если говорить о Грузии, то Грузия долгое время, наверное, имела до начала украинского кризиса, точно была самым главным раздражителем, наверное, для России на Кавказе. События пятидневной войны 2008 года, самый яркий тому пример. Потом ряд инициатив Саакашвили по Северному Кавказу, в том числе на адыгском направлении. Если говорить про Азербайджан, это классический пример страны, которая проводит так называемую swing policy, то есть политику качелей. Не заявляя о своем нейтралитете, Азербайджан пытается выстраивать равновесные отношения с Иранами, Израилем, Турцией, Россией, Западом, Россией и так далее. В этом смысле их траектории просчитываются, не всегда они вызывают, скажем, удовлетворение россиян, да, и официальных представителей, и общественников, но просчитать все это достаточно легко, если есть желание. В случае с Северным Кавказом ситуация сложнее, повторюсь, потому что субъекты Северного Кавказа, они не являются
отдельными государствами, отдельными субъектами международных отношений. Тем не менее, Северный Кавказ, он попадает в такую большую международную оптику. В каком контексте? Но очень долгое время Кавказ воспринимался, если угодно, как ахиллесова пята России. Вот если мы посмотрим с вами на ситуацию первых лет после распада СССР, мы можем, во-первых, вспомнить опыт Чечни, которая в общей сложности 6 лет провела вне российского политического правового поля, да, с 91 по 94, с 96 по 99 год. Отношение крупных игроков к этой проблеме было очень разным. Если мы вспомним ситуацию 90-х, вот начало 90-х, то, наверное, можно говорить о том, что позиция Запада столь активной не была. Почему? Во-первых, потому что Запад был занят Балканами, прежде всего. Он занимался вот этими, так сказать, войнами за югославское наследство и обустройством того, что осталось после вот этого пепелища. Делал многие вещи цинично, но успешно. Политика вообще штука циничная, да? И то, что сейчас в Сараево ходят туристические трамваи и не стреляют, в этом можно сказать успех Запада. Другой вопрос, какой ценой этот успех достигнут. Это тема отдельная. И здесь можно вспоминать и Косово, и сербскую Украину, и многие другие прецеденты. Конечно, в 90-х Запад был занят расширением НАТО, Европейского Союза и перевариванием этих расширений. Было не до того, чтобы как-то постсоветское пространство осваивать. Плюс Россия тогда воспринималась как страна, которая плюс-минус пойдет по пути транзитному. Да, вот понятие транзитологии, даже целая отрасль знания тогда появилась на Западе, транзитология. Концепция Хантингтона, так называемых 4 волн демократизации. Последняя волна демократизации рассматривала, что вот Россия, ну как какая-нибудь Польша, Венгрия, Румыния плюс Чехия, пойдет по пути, так сказать, вхождения в западный мир. И главное было, так сказать, особо не мешать на этом пути. И вот здесь позиция, например, западных стран была такая, что уж как распался Союз по границам союзных республик, пусть так и будет. Взять за основу принцип, который в правовой науке известен как «uti possidetis iuris». Вот, где, так сказать, остались границы, пусть они там и остаются. Отсюда и, скажем, достаточно настороженное отношение к той же Чечне. Интересно, что Билл Клинтон, тогдашний американский президент, даже сравнивал чеченский кейс с сецессией конфедерации. Конфедераты – это южные штаты Соединенных Штатов Америки, которые отделились в свое время, образовали 11 штатов отдельное государство, это стало точкой гражданской войны, и многие американские общественники негодовали. Притом общественники разные. Были вот общественники либеральные, которые считали, что если народы России, бывшего Советского Союза, Российской империи хотят отделяться, пусть этот процесс не останавливается. Да? И Россия пусть повторяет судьбу, условно говоря, Литвы, Украины, Азербайджана, Армении и так далее. А были ястребы, ну, если говорить про либеральных таких мыслителей, это Мэтью Евангелиста, допустим, автор специальной книжки, посвященной Чечне. И были ястребы вроде руководителя фонда Джеймстаун Глен Ховард или Пол Гоббл, известный эксперт, который, кстати, никогда не скрывал, это не моя конспирология, вы не подумайте, да, что вот сейчас там, представитель МГИМО тут занимается конспирологией, говоря о ЦРУшной аффилиации Гоббла. Почитайте любую его биографию, любой открытый CV, он всегда говорит, что CIA analyst, то есть аналитик ЦРУ, да. Вот. А люди, которые говорили, в частности, Пол Гоббл, с которым и с Ховардом я имел возможность знакомиться, Гоббл говорил о том, что, скорее всего, количество флажков на лужайке перед ООН будет большим. Могут появиться разные образования, вот Ичкерия, например, и так далее. То есть возникали подобного рода заявления и были оценки, доклады на эту тему. То есть Кавказ воспринимался как ахиллесова пята, потому что здесь были сложные проблемы и с этнической ситуацией. Ну, про Чечню мы знаем больше, да, она 6 лет, повторюсь, была вне правового поля, было де-факто государство, ну, чем-то похожее на Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах. Но были и этноконфликты. Можно вспомнить осетино-ингушский конфликт из-за принадлежности пригородного района. Он был кратковременный, всего 5 дней, но почти 500 человек погибших. То есть его интенсивность была достаточно высока, и опасность его неразрешенности была. Понимаете, я вот, наверное, много старше Нурбия и его сверстников, да, я это не считаю своей заслугой, скорее минус, да, потому что молодость уже уходит. Но если говорить вот про молодость свою, я помню то время,
дорогие друзья, когда я проезжал по Ингушетии и Северной Осетии, проезжал Черменский круг, но это выглядело как государственная граница фактически. Я был готов платить даже сверхкомандировочных любые деньги таксисту, и он отказывался меня везти. Забегая вперед, скажу, что год назад я просто на Яндексе из Назрани приехал во Владикавказ. Кое-что поменялось за это время, да, потому что мы так воспринимаем вроде бы нынешнюю ситуацию на Кавказе. Но это вроде так само собой, не само собой. Но это я так забегаю, анонсирую следующую тему. Можно вспомнить также ситуацию довольно сложную в Дагестане, когда там целая серия была этноконфликтов. Потом к этим ситуациям стали добавляться проявления религиозного радикализма. В начале 90-х они были, пожалуй, слабыми. Этническая повестка была в основе. Потом стали добавляться сюжеты, скажем, связанные с разными юрисдикциями. Стали появляться альтернативные юрисдикции духовным управлением мусульман. Когда некоторые проповедники стали приходить и говорить, а вот этот муфти неправильный, а вот духовное управление, оно, так сказать, от шайтана и так далее. А у нас правильное управление. А подобного рода вещи стали появляться тоже. И это, естественно, было делом рискованным. И вот если говорить о 90-х, официально Запад не слишком вмешивался в эти дела и даже был готов рассматривать вопросы российского суверенитета над Кавказом в целом, над Чечней. Это не было слишком активной повесткой. А вот ситуация в конце 90-х поменялась. Во-первых, Россия стала, скажем так, огрызаться. Те вещи, те претензии западного мира на однополярность, на какой-то, так сказать, полный тотальный контроль над Центральной и Восточной Европой. Это действия в Боснии, в той же самой, бомбардировки, одностороннее применение силы. Такая, знаете, я это называю футбольной дипломатией, когда выбирается одна сторона конфликта, полностью поддерживается, как было в случае с Косово или, допустим, в случае с Грузией. А вторая наделяется всеми возможными негативными чертами. Как сейчас мы видим, происходит на Украине. То есть Россия – это какое-то исчадие ада, а Украина – это самая замечательная страна. Вот, получается, как-то ведется формат военной операции, военных действий, но одна сторона вроде как воюет, а другая нет, да, в соответствии с этим подходом. И вот когда Россия стала против этого активно выступать и стала протестовать против бомбардировок Югославии, я напомню, что это случилось в 1999 году, вот юбилей как раз мы этого всего отмечали недавно, то мы увидели, что Запад стал тоже поднимать вопросы о так называемом непропорциональном применении силы, например, на Кавказе. Так называемая Хельсинская комиссия Конгресса стала приглашать разного рода экспертов. В основном я их называю странствующие музыканты. Это люди, которые живут в Европе, в Америке, вроде там Фатимы Тлисовой, допустим, или Суфьяна Жемухова, которые много лет уехали, и которые, так сказать, делают такой этнический бизнес. Есть понятие в этнополитологии этнические предприниматели. Вот такие этнические предприниматели, которые себя показывают истинными якобы выразителями тех или иных народов. Поэтому вот всякого рода концепты, связанные с возможным пересмотром отношений к России, они стали актуализироваться. Ситуация поменялась в период 9-11, да, это событие 11 сентября, вот как раз тоже скоро очередная годовщина. Владимир Путин, как вы помните, был первым лидером, кто позвонил американскому президенту Джорджу Бушу, не просто выразил слова соболезнования дежурные, да, которые, ну, понятно, в такой ситуации делают главы государства, это дипломатия, это неотъемлемая черта, но и предложил подходы, связанные с антитеррористической кооперацией, широкой антитеррористической кооперацией, которая затрагивала бы международные форматы не только Афганистана, Ближнего Востока. Да? Я напомню тогда, вот сейчас это выглядит вообще не научной фантастикой, но Россия сказала, что мы готовы пойти на то, чтобы американские базы появились в Киргизии, база Кант, в Узбекистане база Ханабад. Еще раз говорю, сейчас это не научная фантастика. Транзитная база была в Ульяновске. В Российской Федерации, да, президент России убеждал депутатов-коммунистов, что надо помогать Западу по Афганистану. Это тоже было, понимаете? В этой ситуации, конечно, всякого рода критика России за Кавказ, она ушла на второй план. Добавила вот такому, можно сказать, позитивному восприятию России, что ли, очень трагическая история. Беслан. Еще одна годовщина, 20-летие недавно, Бесланской трагедии, самый крупный теракт в истории России до сих пор. 1200 заложников, 300 с лишним погибших, 185 детей из них.
После этого даже самые симпатизанты так называемых freedom fighters, борцов за свободу, прекратили, да, свои выступления. В Прибалтике много интернет-проектов, которые их было закрыто. Были закрыты группы поддержки Ичкерии в парламентах Латвии, Литвы, Эстонии и так далее. Ну и, казалось бы, вот оно сейчас будет новая эра и так далее. Северный Кавказ, получается, с внешней стороны как бы признан был российской территорией, хотя время от времени та же Хельсинская комиссия проводила разные слушания, говоря о том, что мы, конечно, признаем российский суверенитет над Чечней и над Кавказом, но вот права человека очень нас интересуют, крайне интересуют, и проводились подобного рода мероприятия. Но дальше ситуация менялась, возник украинский кризис, вот сейчас СВО, и та же самая Хельсинская комиссия Конгресса вот буквально год назад проводила слушания, которые назывались слушания по деколонизации. Представители, непонятно кого представляющие, вот Ильяс Ахмадов, да, я уже сказал, Фатима Тлисова, вот, выступали там, говоря о том, что вот перспектива России – это возможный и даже желательный распад, и вот Северный Кавказ будет обретать свою государственность. Все замечательно, но только понимаете, в чем дело? Северный Кавказ – это за годы развития своего региона, в котором очень многие этнические ареалы сдвинулись и поменялись. Начать спорить сейчас, чья это земля и кому она первому принадлежит, мы в ближайшие 500 лет только и будем этим заниматься. И не видеть, что Россия как государство играет здесь роль стабилизирующую, повторюсь, это роль не колонизатора, который выкачивает ресурсы и уходит. Это роль игрока, который занимается образованием, инфраструктурным развитием, втягиванием, широкой интеграцией, начиная от военного, заканчивая гражданским форматом и так далее и тому подобное. Конечно, менялось отношение к Кавказу и других игроков. Запад – это только один игрок. Если мы посмотрим на Турцию, конечно, Турцию и Россию вообще очень много связывает. Российское государство в разных формах своего бытования с Османской империей воевало 11 раз в общей сложности, почти полвека. И, конечно, Кавказ – это была важнейшая арена противостояния, не единственная. Конечно, Дунай, конечно, Балканы, но и Кавказ. И, конечно же, народы Кавказа часто становились, ну, что называется, между двух огней. Так было и в адыгской истории, и в абхазской, и в истории других народов и так далее и тому подобное. Конечно, когда существовало советское государство, Турция не особо проявляла большой интерес к кавказским процессам, но когда произошел процесс распада, образовался тюркский Азербайджан и Армения, у которой были, наоборот, с Азербайджаном крайне сложные отношения, исторически с Турцией. Турция стала весьма активно проявлять интерес к Кавказу. Если говорить о Северном Кавказе, то оживилась диаспоральная работа, сложные были отношения Москвы и Анкары в связи с курдским фактором. Но благодаря деятельности, конечно, не только деятельности этих двух людей, но они стали символами российско-турецкого сближения. Это Евгений Максимович Примаков и Исмаил Джем, два министра иностранных дел Турции и России, которые определенным образом договорились, что фактически Москва прекращает всякую поддержку политическую курдской рабочей партии, которую считают террористической в Турции, а соответственно Турция прекращает всякие игры с сепаратистскими организациями, с националистами из Северного Кавказа. Показательным в этом плане стал визит Бюлента Эджевита в 1999-м в Москву, тоже юбилей. Опять-таки, когда турецкий премьер и тяжеловес турецкой политики заявил о том, что Турция признает суверенитет России над Чечней. Это дало старт стратегическому взаимодействию Анкары и Москвы. Опять-таки, не просто это все развивается. Можно считать Турцию союзником? Нет. Кстати, первые лица России всегда говорили, это не союзник. Об этом говорил и Путин, и Лавров. Но это та страна, с которой, во-первых, наработан конфликт-менеджмент, имея разные позиции, очень сложные в 90-е, уже к нулевым Анкара и Москва вышли на уровень определенных приемлемых отношений. Турция единственная страна-член НАТО, кстати, обладающая второй армией в альянсе, которая не вела против России санкции. Важно это? Важно. В том числе и в кавказском контексте. Были попытки, например, в канун Сочинской Олимпиады как-то раскачать и прокачать, как молодежь говорит, черкесский вопрос на этот предмет? Были. Но Турция, в общем-то, заняла позицию достаточно аккуратную в этом смысле.
Вот. Поэтому здесь можно говорить о том, что наработанный определенный багаж, как и с Ираном. Иран тоже стал активно осваивать Кавказ после распада Советского Союза, потому что и народы проживают, и армяне, и азербайджанцы на территории Ирана, и Северный Кавказ интересует. Можно сказать, что Иран особенно интересуется ситуацией в Северной Осетии, поскольку осетины – это родственный иранцам народ. Интересует ситуация и в исламских регионах, в том же Дагестане. Иран рассматривает это как культурную часть, важную для себя. И, кстати, определенный запрос даже на шиитский ислам стал проявляться после того, как произошло некоторое разочарование в некоторых таких неконвенциональных суннитских идеях, которые на Кавказ проникли в 90-е. Таким образом, несмотря на то, что Кавказ – это регион, который сам не является отдельным субъектом международных отношений, международного права, он привлекает большой интерес. И повторюсь, на Россию смотрят в том числе на Кавказе как страну, которая что-то может сделать или не сделать. Слабая Россия на Кавказе – это, безусловно, некий триггер для того, что можно усиливать давление. Если Россия как-то справляется с определенными проблемами, ну, значит, надо принимать это во внимание как минимум. И вот один тезис, о котором я вскользь сказал, но я, может быть, заострю этот момент. А вот смотрите, когда мы говорим, что в 90-е была Чечня, был Дагестан, Осетино-Ингушский конфликт, были попытки раздела двусубъектных республик. Ведь попытки организации референдума отдельного в Кабарде и Балкарии были, и подписные кампании, и попытки проведения референдума, и провозглашения отдельных республик. Были похожие процессы разделения Карачаево-Черкесии. Можно вспомнить историю выборов, первых всеобщих выборов в КЧР, которые фактически разделили избирателей на черкесов и карачаевцев. Но ведь дальше эта ситуация не повторялась. Уже в 2004 году мы видели ситуацию, когда одни черкесские группы поддерживали одних карачаевских лидеров и наоборот. И в дальнейшем вот этот вот электоральный апартеид, он уже не был, как и не был в Кабардино-Балкарии. По-иному стала складываться ситуация. Мы увидели, что те же самые Осетия и Ингушетия стали иначе выстраивать отношения. Я приезжаю во Владикавказ, я был там месяц назад буквально, и собираюсь буквально послезавтра туда. Я вижу машины с ингушскими и дагестанскими номерами. Я вижу ученых, которые приезжают туда на конференции. Я вижу совместные экскурсии и так далее. Сейчас из Владикавказа можно и в Магаз съездить, можно Волнушки знаменитые посмотреть, которые считаются важным культурным памятником Ингушетии, чего 15 еще лет или 20 назад я бы представить себе не мог. Как собственные прогулки в полночь по Грозному. Да? Если бы в 96-м, когда я увидел Грозного, мне напоминал Сталинград, и кто-то бы мне сказал, что вот здесь я могу погулять, я, наверное, покрутил бы у виска и посоветовал обратиться к эксперту, но другого профиля совершенно. Сегодня мы это видим, и важно понимать, что все это же не просто так пришло. Это не упало с неба, нужно было работать на это. Это касалось и определенного менеджмента, это касалось и каких-то согласительных, и неформальных, и неформатных процедур и так далее. Мне кажется, все это нужно будет изучать еще и в академическом, и в прикладном смысле. Означает ли это, вот вы тоже поймите меня правильно, уважаемые друзья, коллеги, слушатели, я не лакировщик действительности, я упомянул здесь и негативные сюжеты в Махачкале, Дербенте, и теракты, которые случились этим летом. Я понимаю, что и проблемы, и конфликты, и многие острые углы есть и сегодня, и никуда не делись. Вопрос лишь в интенсивности этих проблем. Вопрос в масштабе. Понимаете? Человек ведь, и мы с вами, к сожалению, время от времени бывает болеем, даже если мы выходим на беговую дорожку каждый день или жмем от груди 100. Все равно возникают какие-то травмы и проблемы. Важно на это реагировать грамотно и адекватно. В этом проблема. Не забалтывать все это. Мне кажется, это ключевой тоже момент, важный не просто для Северного Кавказа. Вот мы говорим, сегодня много говорили о Северном Кавказе, но часто выходили на общероссийские проблемы. Я особо хочу подчеркнуть, что сказать, что вот есть отдельная проблема там Дагестана, Кабардино-Балкарии или Адыгеи. И да, и нет, и отдельные, и вместе с тем это часть общероссийских проблем. Вот то, что происходит в Нальчике, в Майкопе, в Краснодаре или в Сочи, это все часть общероссийских процессов. Это тоже очень важно понять. Это невозможно просто взять и вынести в какой-то, так сказать, заповедник, да, этнографический заповедник.
Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Я хотел бы вопрос задать. Конечно, очень хочется по игрокам геополитическим на Кавказе, там, по Франции, усиление ее на территории Грузии. Хотелось бы спросить, как бы она отвечает на то, что российское присутствие в ЦАР, они пытаются как бы определенным образом, скажем, отыграться через Грузию. Я думаю, такой фактор определенный есть, и мы где-то, наверное, это и почувствуем, либо же чувствуем. Но к сказанному в отношении 11 сентября, то, что Владимир Путин позвонил тогда президенту США, я вспомнил, когда вы это упомянули, слова Жириновского. В одном из выступлений он сказал, что это было, я считаю, политическая ошибка. Не надо было звонить президенту США, надо было поддержать исламский мир. Как вы к этому относитесь, вот, к таким вот, скажем, посылам? Ну, его сейчас считают таким вот ясновидцем неким, провидцем, да, его некоторые там цитаты разбиты сейчас, в рилсах часто можно встретить. Но вот все-таки, если отмотать, некоторые геополитики, политологи говорят, начало конфликтов больших лежит именно там, в 11 сентября, грубо говоря. Переакцентовка с западного на восточный тогда возможно была вот, в тот период времени? Или же мы были слабы, скажем, чтобы вот сделать такую ставку резко и быстро? Ну, у меня к Владимиру Вольфовичу отношение, мягко говоря, неоднозначное. И Владимир Вольфович известен многими инициативами, достаточно эпатажными и шокирующими. Конечно, покойники говорят, что либо хорошо, либо никак, но Владимир Вольфович политик. Да, политик, даже когда он уходит от нас, он все равно остается в нашем понимании. Владимир Вольфович предлагал и сегрегацию в отношении народов Кавказа, и много чего говорил о угнетении рождаемости, хотя любой специалист по демографии, даже начинающий студент, скажет, что народы Кавказа переходят к второму демографическому так называемому переходу. Если мы посмотрим с вами на темпы прироста населения, в западной части Кавказа особенно, да даже в восточной, то количество рождаемости оно меньше. Во многом народы Кавказа чуть позже становятся в тот тренд, который русские стали в начале 20 века, скажем, татары, башкиры в 40-е и 50-е годы 20-го. Владимир Вольфович много произносил и ксенофобских настроений, и я бы не стал из него делать пророка. Потому что, понимаете, вот раз у нас уж такая кавказская встреча сегодня, я процитирую Шатару Ставели в переводе Николая Заболоцкого: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». А? Вот когда прошло 5-10 лет, все говорят: да слушайте, ну вот надо так было очевидно сделать, а не иначе. Ну, начнем с тезиса «исламский мир». А исламский мир это кто? Вот давайте зададимся вопросом, да? Вот есть радикалы из так называемого исламского государства, да, которое запрещено в России, и не только в России, кстати, даже в Саудовской Аравии, между прочим. Вот они себя пытаются назвать сторонниками некоего чистого ислама. А разве от их рук мусульман погибает мало? Разве теракты, которые вот подобного рода радикалы предпринимают, они только идут против кафиров, так сказать, неверных? Я напомню, что Беслан, между прочим, это та часть Северной Осетии, где мусульмане исторически доминировали. Напомню тоже, это важно. То же самое касается и Чечни, и Дагестана. А разве люди, которые, вот те самые милиционеры, которые погибли в Махачкале во время перестрелки, они не мусульмане? Кто выступает вот этим представителем исламского мира? То есть что нам, Владимир Вольфович предлагал задружиться с какими-то радикалами, да, с Аль-Каидой или с кем? Аль-Каида была организатором этого действа. Понимаете, наша конфронтация с Западом, она, во-первых, ну, я надеюсь, все-таки, здесь я оптимист, она не навсегда, она исходит из того, что Запад сделал, как мне кажется, не очень верные выводы из окончания Холодной войны. Он посчитал, что это победа. В России было другое восприятие. Мы рассматривали окончание Холодной войны как добрую волю. Да, мы прекращаем гонку вооружений, которая вытягивает соки из нашей экономики, из нашего населения. Мы хотим с окончанием Холодной войны прекратить многочисленные региональные конфликты в спектре от Эфиопии до Афганистана и так далее. Запад это воспринял не так. Пошло расширение НАТО, попытки устроить какой-то глобальный, так сказать, однополярный мир. И мы это, конечно, не принимаем. Но понятно, что Запад ведь тоже страдает от радикалов и террористов.
И можно вспомнить и другие акты. 2001 год я здесь сказал, да, звонок Путина, но вспомним 15 год Париж, да, Батаклан, Стад де Франс. Ведь со стороны России были попытки, с одной стороны, предупреждения, знаменитая фраза Путина, вы хоть понимаете, что наделали в ООН, но с другой стороны попытка сказать, ребята, у нас есть общие враги. Они такие есть, это же тоже важно понимать. Вот люди, которые пришли в Беслан, Крокус, а также которые атаковали кадетскую школу в Карачи в Пакистане, которые устраивают теракты в Афганистане, в Сирии и во Франции, и в США. Ведь у нас есть общие противники. И здесь только можно пожалеть, что западные стратегии не видят этого. Или видят, но очень в ограниченный период времени. Вот когда, помните, был такой период перезагрузки, когда торжественно Сергей Викторович Лавров, Хиллари Клинтон нажимали на красную кнопку, ну не ту красную кнопку, слава тебе Господи, а другую, да, и говорили о том, что нужно отношения как-то обновить, перезапустить. Вот. И вот здесь очень важный момент в этом перезапуске. Тогда, кстати говоря, Госдеп совершенно официально, это было впервые с момента распада СССР, например, Доку Умарова внес черные списки террористов. Такие списки каждый год Госдеп составляет, Умаров и так называемая организация Эмират Кавказ была тоже туда включена. Значит, какое-то понимание есть. К сожалению, оно не носит стратегического характера. Это тактика. Мы с вами будем дружить, но давайте будем дружить, чтобы мы были главными. Мы, конечно, можем кое-какие вам уступки пойти. Вот смотрите, ситуация Сочинской Олимпиады. Ведь американцы прислали в Сочи самую крупную команду по численности. До этого в Сочи приезжали представители американских спецслужб, с нашими ответственными лицами встречались. И говорили о том, что безопасность Олимпиады, борьба с радикализмом очень важна. Значит, в мозгах есть понимание, что опасность может грозить и им тоже. Но вот этот соблазн объявить себя победителями в холодной войне и диктовать всем перебивает, к сожалению, важные стратегические резоны. Поэтому я не стал бы сейчас задним числом, так сказать, президента России укорять в чем-то. Если говорить про контакты с исламским миром, а разве их не было? Возьмите наши, например, отношения с Египтом. Египет – страна, которая стала и крупным покупателем российского вооружения и зерна. Это часть исламского мира? Да. Вот мы упоминали Ближний Восток, черкесскую диаспору. 2007 год, помните, визит Путина в Иорданию, да, когда весь мир обошли репортажи, президент России на фоне гвардейцев, охранников короля черкесов, и Путин говорил о том, что это, в общем, тоже, в чем-то наши люди, да. Визит, например, короля Абдаллы, иорданского короля, как раз в канун Бесланской трагедии и поддержка России. Именно со стороны, повторюсь, руководителя исламского государства, да, короля, который осудил варварский теракт в Беслане. Разве отношения с Ираном, они не были, или Иран не исламский мир? Очевидно, что исламский мир и так далее. Поэтому я бы не стал говорить о том, что поддержка каких-то архаичных или радикальных течений, только потому, что они антизападные, но это правильная тактика, потому что вот сегодня у нас часто, знаете, вот для русского мышления есть такая черта. Ее Алексей Константинович Толстой в свое время выразил. Коль простить, так всей душой, коли пир, так пир горой. Да? Коль мы уж начинаем, так сказать, с кем-то ругаться, вот давайте уж до основания. Ну вот я считаю, что, конечно, есть за что критиковать и ругать Запад. И понятно, что сейчас ситуация вокруг Украины ключевая. И понятно, что здесь Запад нам не просто оппонент, а противник. Но, в принципе, мы должны понимать, что есть угрозы, которые нас объединяют. И, может быть, сделают наши позиции не сейчас, через 10-15 лет, скажем, более близкими. Посмотрим. Но это не повод в любом случае для того, чтобы поддерживать какие-то радикальные течения. Известный российский исламовед, востоковед Алексей Малашенко в своей книге, классической, я считаю, книге, мне очень жаль, что Алексей Всеволодович от нас ушел безвременно, вот он говорил о том, что Россия во многих кампаниях, как минимум еще с Афганистана 70-х, участвовала в борьбе с радикалами, религиозными радикалами. Целые поколения на этом сформировались. Понятно, что эти люди не готовы будут принимать в расчет наши расхождения с Западом. Наоборот, будут говорить, и правильно, бейте друг друга, а мы, так сказать, будем свою линию проводить. Я, в общем, против того, чтобы были какие-то крайности.
И особенно крайности такие эпатажные, для того, чтобы, знаете, так сказать, получить 2-3% прироста популярности, что-нибудь этакое вбросить в народ, да, понимая, что, опять же, граждане Северного Кавказа – это граждане России. И пытаться выстроить какую-то, так сказать, идеологию на основе того, что одни граждане должны быть хуже других, неправильно. Спасибо. Сергей Ярославович, я бы хотел бы, конечно, вы уже вдоль и иногда по касательно задевали эту тему, но все же сузить призму нашего разговора и поговорить насчет роли черкесского фактора в кавказских вопросах. 2 года назад на полях форума «Мир Кавказу» в Ростове вы как раз-таки мне рассказывали о том, что своими глазами видели, как добровольцы уходили с Нальчика в Абхазию в тех событиях, и в тот момент адыгская молодежь играла такую первую скрипку в тех событиях, которые происходили на Кавказе, связанные с Абхазской войной. И в чем вообще этот фактор черкесский в кавказских вопросах? Играет ли он такую важную роль, как об этом зачастую говорят, и вот об этом сейчас вот было бы интересно поговорить. Конечно, играет. Но начнем с того, опять же, вот мы начинаем разговор, как и я цитировал в самом начале, да, Шампальона, история, география, я историк по образованию, да, любой какой-то серьезный исторический обзор начинается с оценки географической, демографической. Если посмотреть на черкесов, то сегодня люди, которые с разными адыгскими или черкесскими группами себя идентифицируют, да, те, кто называет себя кабардинцем, черкесом, там, шапсугом и так далее, это примерно 750 тысяч. Это уступает, наверное, только чеченцам. Это третий народ вообще среди народов Российской Федерации. Первые идут русские, вторые татары, третьи чеченцы, четвертые башкиры. Да? Но если говорить о Кавказе, то больше только чеченцы и аварцы. Притом аварцы часто малые народы, андийцы тоже записываются в аварцы. Но 2 самых крупных группы – это чеченцы, аварцы, дальше черкесы. Это большая инфраструктура, в том числе властная и общественная. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея. 3 субъекта, в которых адыгские народы как титульные представлены. Ситуация уникальная на самом деле. Вы знаете, мне в 90-е много приходилось спорить с разного рода публикой, в том числе националистами, теми, кто по-разному видел перспективы, и говорили, ну вот, смотрите, в Турции как живут черкесы замечательно, вот в России они плохо живут. Я задавался одним вопросом. Хорошо, давайте я попробую ваши аргументы принять. Вы говорите о 19 веке, о многих трагических событиях. Не надо закрывать на это глаза, потому что ты закроешь, другие откроют. И не факт, что в интересах. И твоих же, кстати говоря, и общероссийских. Но сколько автономий черкесских в Турции? У нас 3. И ведь не просто автономии, не просто вот там чиновники заняли места и, так сказать, работают. Посмотрите на литературу. Я говорил про Юрия Хамзатовича Калмыкова, да, но можно говорить ведь и о литературе, которая на разных языках выходила. Да? В Нальчике есть памятники Алиму Кишокову, Петылу Калмыкову и так далее и тому подобное. Это тоже общая часть российской культуры. Поэтому говорить как бы в одном измерении, в одной краске нельзя. То же самое касается и об общественной активности. Да? Черкесская общественная активность, она представлена широко. Если говорить о том, как происходила вот интеграция, да, черкесов, адыгов в российский государственный проект, непросто, но, повторюсь, и неоднозначно. Всегда вопрос, который возникал, да, вот то, что черкесы не представляли, наверное, и вряд ли представляют сегодня какого-то единого пласта. Даже если исторически мы посмотрим, были так называемые демократические черкесы, которые обитали прежде всего в Черноморском регионе, и аристократические, да, кабардинцы со своими княжескими родами, аристократией собственным нобилитетом и так далее. И если кто-то сопротивлялся, допустим, российскому влиянию, то кто-то это влияние и продвигал. Потому что если мы говорим об этом влиянии, то это не только там генералы Паскевич, Вильяминов или ЗАС, но это Шора Ногмов, это Хангирей и так далее. Люди, одетые в военную российскую форму, которые служили, да, России в том числе. Можно вспомнить знаменитую Канжальскую битву, которую сравнивают по значимости с битвой при Лесной.
которую называли праматерью Полтавской победы. Можно вспомнить Темрюка Идаровича, который был союзником Ивана Грозного не только на крымском, но и на ливонском направлении. Марию Темрюковну, князей черкасских, которые были черкесскими потомками и которые стали одними из самых богатых дворянских родов в российском государстве и так далее. И в советское время роль была также велика. С распадом Советского Союза, когда Россия оказалась перед парадом суверенитетов, много чего вместе мы пережили, были и определенные всплески националистические, связанные, например, с идеей «давайте всех объединим в один субъект». Подобного рода дискуссии шли. Или была идея великого возвращения. Давайте всех попробуем вернуть из Ближнего Востока и Среднего Востока, хотя в самой такой постановке есть воля ваша и какие-то сталинские нотки. Всех вернуть. А вот те все, которые есть, они все готовы вернуться? Ну, кто-то да, кто-то ведь и не готов. Кто-то уже поменял свою идентичность, этническую, политическую, да, подвергся там тюркизации, арабизации, вписался в те социумы. Они готовы, конечно, поддерживать связи, контакты экономические, культурные, но просто взять, сняться, вот так сказать, с места и уехать вряд ли. Затем произошла, как мне кажется, важная смена вех, когда многих людей, активистов, взяли во власть, и те вчерашние радикалы стали, в общем, людьми, которые оказывать начали влияние на принятие конкретных политических решений. Произошла, как мне кажется, такая кристаллизация многих требований. И здесь несколько историй успеха черкесских, безусловно, я бы отметил на Кавказе, которые, мне кажется, в недостаточной степени вообще анализируются. И это напрасно. Потому что вот мы говорим о том, что вот Россия страна, которая принимает разных выходцев, мы говорим там о русском мире и так далее. Но не только русским миром, как говорится, сильны. Можно здесь вспомнить ситуацию кризиса в бывшей Югославии, война в Косово и переселение адыгов в Адыгею, да? События 1999 года. Ведь это очень интересный кейс. Мне довелось с этими людьми, с некоторыми из них общаться. Они прекрасно знают русский язык. Многие из них не остались просто в Майкопе, да, или в республике Адыгея, а переехали в Москву, поступили в вузы ведущие российские. То есть они показали высокий уровень адаптивности, оказались вполне лояльными гражданами новой страны. Можно вспомнить сирийскую историю. Очень непросто там многие вопросы решались с точки зрения формальности и так далее. Но в Нальчике у меня есть любимая кафешка, которая находится прямо напротив Кабардино-Балкарского университета. А наверняка вы знаете, как местные в Яблоновке знаменитое есть такое кафе черкесской кухни, да, которое связано как раз с переселенцами. Вот. Выезжаешь из Краснодара, там меньше получаса, и вот замечательное пиде можно поесть, и кофе прекрасно готовят и так далее. То есть вот этот элемент, скажем, интегрирования соотечественников, наработанный опыт, он, мне кажется, весьма позитивный и интересный. Вот. Что касается добровольцев в Абхазии, да, действительно, я был студентом в то время Ростовского того самого государственного университета. Вот. И мы садились в поезд ночью из Ростова, приезжали в Нальчик, там все бурлило, конгресс кабардинского народа, площади запруженные. Я этих добровольцев знал. Одним из ключевых персонажей в Абхазии был Султан Сосналиев, который был министром обороны и даже вице-премьером правительства Абхазии. Долгое время он скончался, к сожалению. Можно вспомнить таких персонажей, известных как Геннадий Карданов и так далее, которые сыграли действительно немалую роль в поддержке Абхазии. Примерно 7,5 тысяч добровольцев там принимало участие. Поэтому я бы сказал о том, что черкесский фактор, он и проблемы создавал, и выгоды в том числе. А, наверное, по-другому и не бывает, если мы говорим о взаимодействии разных народов. Но мне кажется, здесь, если наша цель говорить об укреплении российского государства, то и общественная активность разных организаций, ведь Адыга Хосе не только есть в Краснодарском крае, она присутствует и в других субъектах федерации. Ваши наработки, они важны, потому что это и выход России в том числе. Ведь не только Россия часть русского мира, она часть тюркского мира, часть адыгского мира, если говорить об этническом измерении, она часть исламского мира, часть буддийского мира. И вот эти многочисленные окна, они позволяют, как мне кажется, очень разнообразно российский интерес продвигать.
Я бы считал, что черкесский фактор может быть еще до конца не задействован в полной мере. Есть определенные, чего греха таить, опасения, есть определенные, скажем, какая-то осторожность и бюрократическая в том числе и прочее. Я не призываю, чтобы все мы осторожность забыли и, так сказать, знаете, как писал Сергей Александрович Есенин, задрав штаны бежать за комсомолом. Наверное, этого не нужно. Но изучать в прикладном смысле этот фактор и ресурс я бы советовал. И вот здесь еще одна важная мысль. Вот мы много сегодня говорили о внутренней, внешней политике. Надо понимать, что это не отдельные кабинеты. Вот нельзя так, я сажусь и занимаюсь только Ближним Востоком. А что там вообще в черкесском мире там, или в Чечне, меня не интересует. Это не моя сфера. Или я занимаюсь внутренней политикой, а что там Турция, что там Иордания, какие толки в исламе происходят. Не знаю, не моя сфера. Но давайте понимать, что стратегический взгляд – это не взгляд на слона. Помните знаменитую притчу о слоне? Пришел мудрец, потрогал бивень, сказал, это слон. А другой потрогал хвост, а третий потрогал его огромную лапу. Но слон – это совокупность всего. Извините за такую, может быть, немножко грубоватую аналогию, но вот общий стратегический подход, он должен опираться и на знание Северного Кавказа, его истории, традиции, актуальной политики, и на, условно говоря, поле исследовательское Южного Кавказа или Закавказья, и, конечно, на Ближний Восток, в целом понимание религиозных традиций там, понимание того, что люди, которые живут на Северном Кавказе, они проживают себя во множественных идентичностях. Это граждане России, но это чеченцы, черкесы или даргинцы. Это часть тюркского или адыгского мира, это часть исламской уммы и так далее. Вот эти многочисленные идентичности, мне кажется, они должны взаимодополнять друг друга. Если мы всерьез думаем о приумножении богатства и силы России, вот все это должно вместе работать. Складывать эти потенциалы надо, а не пытаться их раздергивать в разные, как говорится, направления, по разным кабинетам. Спасибо, Сергей Мирославович. У Руслана Анатольевича сейчас вопрос есть. Да, я хотел бы спросить, даже не спросить, прокомментировать такой ваш ответ. На самом деле, то, о чем вы говорите, подтверждается нашими воинами, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Я с ними на связи, с черкесами, которые сейчас там находятся. Сегодня у нас был в гостях тоже один из них с позывным «Адык», рассказал ситуацию. То есть, вот эти геополитические, скажем, игроки, которые сегодня присутствуют, различного рода игры, которые присутствуют, забрасываются в инфосферу, социальные сети, различные раздражители, такие факторы. На кого-то они действительно оказывают воздействие, а кто-то, грубо говоря, имеет определенный стержень, какой-то культурно-исторический, ментальный, да, и, собственно говоря, он определился с самого начала специальной военной операции, и большое количество черкесов находится сейчас там, мы за них переживаем, с ними на связи, поддерживаем их всячески. Поэтому, скажем так, есть игроки, которые действительно у них получается играть, да, разрывая этнос на части, сознание прежде всего людей. А есть, в общем-то, мы, как вы сказали, АДГХАСа, там, которые есть во всех республиках, есть государственные органы, есть культура народов, которые живут рядом с нами, которые, в общем-то, отрабатывают, грубо говоря, свою такую политику мягкой силы где-то, да, там, если хотя это больше касается внешней политики, но она внутри тоже, мне кажется, работает. И все-таки мы ощущаем себя гражданами большой страны, единой страны, и, в общем-то, стоим на своих позициях достаточно, мне кажется, основательно. И вот в этой связи появление нетрадиционных игроков в геополитической игре на Северном Кавказе в ближайшее время вообще ожидается. Почему такой вопрос? Потому что в новостной сводке прошла такая информация, возможность появления китайских инвесторов в строительстве морского порта или порта, как правильно сказать, да, на границе между Абхазией и Грузией. Возможно ли, скажем, появление этого нового такого нетрадиционного игрока? Он, в общем-то, сейчас по всему миру присутствует. Китай на Северном Кавказе сегодня возможен?
Ну, вы знаете, вопрос о том, что нетрадиционные игроки могут быть или нет, этот вопрос отчасти уже отвечен, потому что эти нетрадиционные игроки уже приходили и приходят. Вы говорили о разных сетевых структурах. Ведь помимо государств, вот мы анализировали с вами интересы там Запада, Турции, Ирана. Вы сказали о французских интересах. Ну, не в Грузии, я бы поправил, а в Армении. Да, понятно, что с одной стороны это фактор какого-то отыгрывания за российские действия в Африке, не только ЦАР, но там Буркина-Фасо и так далее и тому подобное, саммиты в традиционных странах, которые Альянс Африк, да, охватывали. Но это и не только, собственно, какой-то реванш. Можно вспомнить, что самой крупной общиной армянской в ЕС, среди стран ЕС это армянская община, и там много избирателей, и интерес к Армении носит зачастую характер такой прагматичный. Давайте мы сделаем пару-тройку заявлений в канун выборов, и, глядишь, избиратели, которые не в Армении, а которые в Марселе, в Париже пойдут и проголосуют, потому что матушка, тетушка, дядюшка были армянского происхождения. А еще, когда подниматься будут вопросы миграции, крайне правые силы будут этот вопрос педалировать, а мы вот тут дружбу предъявим с христианской Арменией. Часто это вопросы внутренней конъюнктуры, не только геополитики. Но вот если говорить о разных игроках, есть помимо государств негосударственные институции, которые пытаются, так сказать, как-то сетевым принципом работать. Это много уже было и будет, наверное, к сожалению, сделано. Что касается Китая, ну, давайте посмотрим на то, что Китай, так сказать, проведя процессы модернизации с очень большими издержками, конечно, начал фокусироваться на расширении своего традиционного меню. Китай давно вышел за рамки Юго-Восточной Азии. И если мы посмотрим с вами на китайскую внешнюю политику, мы увидим, что она весьма активна на африканском направлении, особенно в экономике. Мы увидим это и в Анголе, и в Мозамбике, и в Судане, и так далее. Мы увидим интерес Китая растущий. В Центральной Азии Китай стал одним из важнейших факторов инвесторов, инвестирования, строительства инфраструктуры в Киргизии, Туркмении, Узбекистане и так далее. Логистика вся в этом выстраивается. Латинская Америка и почему, собственно, не Кавказ. Ключевая концепция Китая называется «один пояс, один путь». Тут надо не забывать о том, что венцом, так сказать, этого пути является Европа. И, конечно, один пояс, один путь не может пройти мимо Кавказа. Вот не получится в любом случае. Отсюда и внимание к странам Южного Кавказа, к Грузии в особенности. Почему для Грузии Китай важен? Вот тут, понимаете, часто, как пел небезызвестный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, любим мы его не за политику, а за его песни, да, и актерскую игру. Просто встретились два одиночества. Да, почему эти два одиночества встретились? А встретились потому, что для Грузии было всегда и остается всегда крайне важно показать. Мы боремся за территориальную целостность не только для того, чтобы американцам приятное сделать, а чтобы это был принцип права. Чтобы видели, что нас все поддерживают, и Запад, и Восток в этом. Поэтому Грузия любит повторять. Смотрите, а вот союзник России и Белоруссия не признала, например, Абхазию. Смотрите, а Иран не признал. И в этом смысле и Грузии, и Китай очень интересен. Плюс экономически Китай вырос сейчас в Грузии. Это партнер номер 3 торговый, между прочим. И проект Анаклия, конечно, имеет значение и как фактор снижения уникального положения Запада в Грузии для Китая, и как фактор выхода в Европу. Да, один пояс, один путь – это очень важная ситуация. Сказать, что Китай завтра придет на Кавказ, северный, пока еще и к Закавказью он скорее приглядывается. Вот в Центральной Азии он уже, говоря словами Владимира Ильича Ленина, всерьез и надолго. Вот там уже серьезное освоение. К Кавказу пока есть приглядка. Мы видим, кстати, вот недавно я был в Армении, да, как выросло китайское посольство, как на дрожжах в Ереване. Мы видим проекты в Грузии, но это пока приглядка. Северный Кавказ, ну тут давайте скажем, обратим к себе. Вопрос ключевой, все от нас зависит. Если мы не будем делать ошибок, если мы поставим наши общие интересы выше наших мелких сиюминутных амбиций, мы не ослабим критически нашу страну. И в этом смысле любой внешний нетрадиционный игрок здесь не сможет что-то против российских интересов сделать. Спасибо.
Такой вопрос, как не быть обманутым в этой геополитической игре, в этом для большинства людей хаосе. Многие не понимают, что происходит, появляются новые какие-то вбросы, скажем так, вот, риски действия пропаганды на население Российского Кавказа. Такой вот пример приведу, что уже такие попытки были. Некоторые политологи, журналисты сравнивают современную ситуацию, происходящую на Украине, с Черкесией XIX века. Есть ли какие-то исторические, политические параллели, либо же это действительно такие вбросы, на ваш взгляд? Ну, всегда можно что-то с чем-то сравнивать. Главное, чтобы это было корректно обосновано и на каких-то фактах лежало. Меня, знаете, что, какие моменты тревожат, да, вот крайности. Вот некоторые ораторы говорят, ну вот сейчас люди ничего не понимают, давайте вообще это закроем, то закроем, и все будет счастье. Не будет. Знаете, когда-то один из теоретиков международных отношений, Ганс Моргентау, говорил, если вы заберете пушки и танки, они будут бить друг друга палками. Самое главное убрать интерес к битью. Потому что палки, дроны, танки – это вопрос инструментов. А главное вопрос целеполагания. Вот если наше целеполагание строить мир, а не бить друг друга, тогда, в общем, мы инструменты подберем соответствующие. Знаете, молотком можно человека убить, а можно соседа поранить, а можно дом построить. Да? И все, и то, и другое, и третье будет молоток. То же самое касается интернет-контента. Когда говорят, вот интернет вреден. Так какой, смотря, интернет? В интернете выкладывают лекции, в интернете выкладывают интересные программы, хорошее кино и художественное, документальное. А есть пропаганда ненависти, а есть ксенофобия, а есть вербовка и так далее. Все есть. Поэтому другого пути, как развитие качественного контента, предложение какого-то прежде всего, не просто мы так постарчески будем сидеть и сокрушаться. Вот как хороши были свежие розы когда-то, а сейчас мир стал не такой, с ума сошел. Ну, понимаете, он сходил с ума в разные времена. Да? Когда-то появление газет считалось, ой, газеты, вот люди читают газеты и поэтому под влиянием. Сейчас не газеты эту функцию выполняют, а телеграм-каналы или какие-то YouTube-каналы и так далее. Но кроме навыков критического мышления, давайте смотреть. Вот как я студентам говорю, вот там приходят, они говорят, вот там что-то сказал Макрон. Я говорю, на каком языке говорит Макрон? Они говорят, на французском. Я говорю, есть оригинал по-французски? Нет. Я говорю, да ждем оригинала. Вот. А кто-то говорит по-русски. Да? Одно дело, если эта информация идет от Кремль.ру, другое дело, если это Панорама ПАП. Да? Вот надо смотреть, что за источник. Проводить элементарный источниковедческий анализ. Назовем это источниковедческим анализом, назовем это информационной гигиеной. Да? Понимать будем, что это за источник. Сравнивать. Кто-то вбросил информацию, так, стоп. А другая сторона что-то сказала, третья, четвертая. Сравнивать. Вот навыки критического мышления, элементарной аналитики позволят нам не оказаться в лапах манипуляторов, которые красивыми фразами, так сказать, выстилают дорогу в ад. Вот другого я пути не вижу. Если мы посчитаем, что просто надо закрыть то, другое, пятое, десятое, ну было, закрывали. Понимаете, много чего закрывали, много чего не разрешали в советское время, но это не спасло, к сожалению, советский проект. Да? Поэтому я бы не стал повторять на новом витке ошибки, а вот развивать критическое мышление, предлагать интересные вопросы и ответы на них. Вот мне кажется, сегодня мы с вами попытались поговорить о сюжетах непростых, сюжетах сложных, а вот так и нужно. Это не должно быть какой-то компанейщиной, это не должно быть один раз, пусть это будет, может быть, серия какая-то, может быть, поначалу это там раз в полгода будет, а потом, может быть, раньше, а потом другие спикеры. Вот так вот вместе мы будем пытаться понять наш сложный мир. Вместе, совместными усилиями. Спасибо большое. На самом деле, вот то, что вы сейчас сказали, наша идея в дальнейшем продолжать это все делать и слушать также других спикеров, приглашать специалистов, но ориентироваться все-таки на проверенные источники, проверенные, скажем так, знания, да, а не на то, что действительно имеет такую степень вброса для того, чтобы вызвать какую-то реакцию. Вопросы появились, да? Да. Если позволите, еще, Руслан Маратович, одну маленькую реплику. Вот в продолжение вашего тезиса, он уж больно хорош, этот пас не могу не принять. Здесь ведь, понимаете, еще важный институт, который должен заработать, репутация. Вот когда появляется кто-то, а это политолог, а это эксперт, стоп.
а давайте возьмем Google вам в помощь или Яндекс и посмотрим, а какие же публикации у этого эксперта есть, а где он вообще себя зарекомендовал, а в каких проектах, а сколько книг написал он, а сколько статей. А если окажется, что этого эксперта знает только его супруга да любовница, извините меня, это все-таки не эксперт. Да, эксперт, вот как Александр Сергеевич Пушкин говорил, слова поэта – суть его дела. Да? Вот у поэта должны быть какие-то следы, а у эксперта статьи, комментарии, интервью. Мы посмотрим и увидим, так, этого человека, пожалуйста, опубликовали «Коммерсант», «Известия независимые», какие-то интересные журналы, вот «Полис», вот «Социс». А этот, непонятно, где этот эксперт, что такого сказал. Только там мелькал на экране и всех обзывал, да, значит, может быть, внимание к его-то аргументам должно быть поменьше. Извините. Да, я, наверное, сейчас нашим слушателям объявлю, что вы можете задавать свои вопросы под последним постом в телеграм-канале АДГХАС, а также у нас есть вопросы анонимного характера, которые поступали со вчерашнего вечера, когда появилась такая возможность задавать анонимные вопросы. Мы к ним перейдем. Вот я, наверное, последний вопрос из наших таких заготовленных задам. Это события 90-х и наши дни, взаимоотношения республик и федерального центра. Что принципиально изменилось и что позволяло и позволяет избегать в тех республиках, где, допустим, представлены адыги, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, затяжных и каких-то горячих конфликтов? Я думаю, что наработанный ноу-хау в плане кризисного менеджмента. Возникали проблемы острые, возникла, например, тема консоциальной демократии в Адыгее. Сколько ее ругали, этот паритет. И он неправильный, не отражает, так сказать, этнической ситуации. Можно сказать, что эта тема была идеальной? Наверное, нет. Но это позволило определенных даже изначально радикалов интегрировать и во власть, и в общественную структуру, и утихомирить немножко, сбить накал страстей. Мне кажется, что Кабардино-Балкария, опять же, интересный кейс. После Татарстана это была вторая республика, которая подписала соглашение о распределении полномочий между федеральным центром и республикой. Первый был Татарстан. Договорную федерацию кто только не ругал уже в 2000-е. Опять же, задним умом. А когда у вас ситуация полураспада, извините меня, спасать надо было страну, находить какие-то склейки. Эти склейки нашлись. Мне кажется, что отказ от максималистских планов позволил выйти на какую-то позитивную траекторию. Когда идеи, которые вбрасывались, суверенизации, великого возвращения, создания одного большого субъекта, такой огромной Черкесии, уступили место более практическим вопросам. Вопросам интеграции, вопросам местного самоуправления, земельным вопросам, вопросам репатриации, вопросам культурного развития. Вот эти вопросы, эта повестка более конструктивная смогла перебить негатив. И я думаю, что это было сложно, правда, крайне сложно. Любая бюрократия, российская здесь не исключение, но в том числе российская, она же очень неповоротлива и консервативна. И поверьте, очень многие люди в кабинетах, да, при шпагах, так сказать, плащах и так далее, весьма со скепсисом относились к какому-то вот этому фактору диаспоры, да, часто видя в каждом диаспоральном представителе какого-то шпиона. Но это удалось переломить. Удалось определенный найти оптимум в этом. Хотя изначально была такая вот настороженность, да? Мне кажется, это тоже важно. Это еще раз надо понимать, среди прочего, как некий шанс, да? Давайте чего греха таить скажем. В 90-е такое вот широкое РНМ в России и в абхазском, и в черкесском мире за пределами нашей страны, ну, было, мягко говоря, не самым позитивным. Но когда появилась история с переселением адыгов, с Абхазией, с переселением адыгов из Косово и Ближнего Востока, это стало меняться. И оказалось, что вполне можно и вот с этой трудной публикой находить некий общий язык. А потом были делегации, в том числе социально-экономические в Иорданию, в Сирию, и нахождение каких-то общих проектов и так далее и тому подобное. Вот это, мне кажется, тоже сюжет крайне важный. Я думаю, что можно вопросы из сети, которые нам пришли. Да, можно переходить к вопросам из сети. Я, наверное, задам тот вопрос, который к адыгской тематике или больше Закавказье связан. И такой интересный вопрос, анонимно заданный.
Может ли как-то сказаться на положении армянской диаспоры Северного Кавказа некоторое ухудшение отношений между Российской Федерацией и Арменией в данный момент? Хорошо, я сейчас на этот вопрос отвечу. У меня, знаете, какое есть предложение? Потому что я знаю свое преподавательское занудство. Я отвечаю довольно подробно на все вопросы, но это специфика труда. Может быть, с учетом уже времени определенного, да, и усталости и моей, и вашей, сегодня, хотя день выходной, я на боевом посту был, да, я тогда вопроса 3, если можно, буду собирать и буду отвечать на них, да. Поверьте, что буду честно стараться ответить, не отписками, не отмазками, да. Насчет армянской диаспоры. Армянская диаспора – это важный фактор, хотя бы потому, что она по численности сопоставима с численностью армян Армении, примерно. Это граждане России, да, Армения входит в топ-10 самых крупных народов, точнее, армяне входят в топ-10 самых крупных народов России, но это только те, кто имеет паспорт России. Приезжают также и сезонные рабочие, и представители, так сказать, не только армяне из Армении, но армяне из Грузии, республик Центральной Азии и так далее. Конечно, ухудшение отношений России и Армении – это фактор нехороший. И для Армении, потому что западные страны пока не дают ни одного ответа на ключевые вопросы безопасности. Понимаете, твитами Макрона вы не решите проблему с демаркацией и делимитацией границы. Я тоже могу написать, как я вас всех люблю, да, но должно за этим что-то быть более конкретное. И в плане экономики не просто обещание, что вот мы за демократию, так сказать, заплатим, да, а что-то реальное и в плане гарантий и так далее. Но и Россия, если будет терять Армению, она будет терять важные факторы влияния на ситуацию в Закавказье. Поэтому такое охлаждение не сулит ничего хорошего, но, во-первых, из ситуации бывают выходы. Я напомню, что в 90-е, например, отношения России и Азербайджана были не очень-то позитивными. И траектория была крайне сложная, но смогли к нулевым выйти на определенный конструктив. То есть эта ситуация не окончательная. Ну и потом, я думаю, что российские власти будут отделять все-таки историю двухсторонних отношений от диаспор. Возьмите, например, Грузию. Да? У нас до сих пор с Грузией нет дипломатических отношений. Какие самые популярные рестораны этнической кухни? Да разве только в Краснодаре, в Москве. Грузинские. Да? 3 топ иностранных ресторана. Да? Это грузинская, итальянская, японская кухня. С Грузией нет дипломатических отношений. Интересно то, что, например, одна из многочисленных этнических общин Северной Осетии, повторюсь, не Южной, Северной Осетии, грузинская. Грузины работают в администрации, в том числе главы Республики Северная Осетия, при том, что конфликт с Южной Осетией, события 2008 года. Ни одного погрома не было антигрузинского в районах компактного проживания грузин. Будь то 2008 год, я имею в виду Сочи, это микрорайон Пластунка, где грузины живут компактно, или Северная Осетия. Я надеюсь, что ничего подобного не будет и в отношении русских и армян. Для меня, в общем-то, я жил в Ростове-на-Дону, да, Нахичевань, Чалтырь, армянская культура – это часть меня, моей идентичности тоже. Я надеюсь, что все-таки отношение к народам, к властям стран – это разные вещи, их нельзя в одну кучу смешивать. Как вы сказали, тройками объединю эти вопросы. С каким конфликтом прошлого можно сравнить СВО и в чем принципиальная разница в роли кавказцев в данном конфликте? Почему в прошлом кавказцы массово шли добровольцами на фронт, к примеру, в годы Первой мировой войны, а сейчас уровень патриотизма на Кавказе снизился по сравнению с прошлым? Второй. Добрый день. Хотелось бы поинтересоваться, правда ли, что в годы Кавказской войны было много эмиссаров из других стран, помимо Османской империи, особенности из Польши, Великобритании и так далее. Какой деятельностью они занимались и есть ли таковые сегодня? И третий – это вспомните ситуацию с кризисом в Сирии, ведь большинство готовы были вернуться. Что пошло не так? Хорошо, спасибо большое. Значит, вопрос по поводу уникальности СВО. Но СВО, как любой конфликт, уникален. Понимаете, СВО – это не конфликт в Чечне, конфликт в Чечне – это не конфликт в Карабахе. Есть некая общая рамка у этих конфликтов. Они все стали последствием распада Советского Союза, безусловно. И 2 кризисов, которые сопровождали распад СССР, это кризис легальности, поскольку сам распад происходил не в точном соответствии с какими-то правовыми процедурами, и кризис легитимности. Возникали новые государства, а политические элиты новых стран посчитали, что можно на один стандарт, на один знаменатель выстраивать идентичность, не учитывая
всю многосоставность. Отсюда и конфликты. Насчет патриотизма, я бы не сказал, что патриотизм кавказских народов снизился. Вот если вы почитаете даже западные публикации, то многие авторы говорят, вот смотрите, Чечня, да, ее рассматривали как чуть ли не ахиллесову пяту России, как такую пятую колонну, да, а сейчас кто главные ястребы-то в информационной повестке дня российской? Те самые кавказцы, о которых вы говорите. Я влетаю в Махачкалу часто, посмотрите, сколько людей заняты в той же самой СВО. Вы знаете, вот Южная Осетия, да? Ну, это не часть Северного Кавказа, это, скажем, государство-спутник. 2000 добровольцев в СВО. 2000. Там население по разным оценкам 50-70 тысяч. Немало людей. В Дагестане огромное количество. В Тройке, по-моему, кстати, между прочим, первый герой Советского Союза, я уж так по старинке, да, герой России. А в СВО, правда, посмертно, да, Гази Магомедов, это выходец из Дагестана. Это тоже, кстати, забывать не стоит. Потому что, когда появились публикации, да, эти кавказцы, вот они только и синагоги могут, значит, поджигать, да, и вот они, так сказать, в самолетах евреев искали. Ну, кто-то искал, а кто-то защищает свою страну грудью. А когда в 99-м году пришел Басаев в Дагестан, многие ведь были добровольцами, вообще не имея никакого статуса. Ты сейчас говорят, вот контракт, выплаты там и так далее. Эти люди никаких миллионов не получали. Простые сельские люди. Многие даже, в общем, честно говоря, и по-русски-то не слишком хорошо говорили и так далее. Но они оказались тем подспорьем, на которое Москва смогла опереться. Это было крайне важно. На мой взгляд, даже важнее в 5 раз, чем сила танков, пушек и так далее. Потому что это было народное мнение, которое позволяло вот ту самую легитимность иметь в российских действиях на Северном Кавказе. Поэтому я бы не стал говорить, что вот патриотизма стало меньше. Проблемы остались, безусловно. Это проблемы нового свойства. Вот если в 90-е это была такая, знаете, проблема расчета с советским строем. Там счет к депортации, счет к каким-то, так сказать, антирелигиозным мерам. А сейчас это новая повестка. Это вопрос земли, вопрос местного самоуправления. Чего греха таить, частная собственность трудновато проходит на Кавказе, потому что есть понятие собственности этнической. Ну вот чего это? Вот наш народ тут живет, а этот вот пришел. Так он же оформил все документы чисто, у него все, так сказать, бумаги есть. Есть-то есть, а вроде земля наша. Вот эти моменты присутствуют. Представленность во власти. Бывает, да, время от времени там назначат министра или премьера, говорят, да он вот другой этнической группы. Есть эти проблемы, конечно. И проблемы там религиозных авторитетов все есть. И часто люди к радикалам обращаются тогда, когда видят коррупцию или неработающую систему правоохранительную. Все это есть. Но в любой стране подобные вещи, особенно в многосоставной, возникают. Давайте к этому относиться нормально. Повторюсь, да, даже если вы жмете 100 килограмм от груди и 20 раз легко отжимаетесь на брусьях, вы все равно можете простудиться и гриппом заболеть. Не дай бог, конечно, стучу, да. Но вот важно вовремя эти диагнозы ставить, из них пытаться выходить. Насчет эмиссаров, ну, посмотрите сейчас поисковые системы, вот плюс интернета, да, в библиотеку сейчас ходить не нужно. Можно посмотреть того же Уркварта, того же Спенсера, которые бывали на Кавказе, которые оставляли мемуары, в том числе по черкесскому вопросу, там много чего интересного. А были разные эмиссары, действительно. Вот вы сказали польские, а тогда их польского государства не было. Да, оно было разделено. Разделы Речи Посполитой, Польша была в пределах Пруссии, потом Германии, Австро-Венгрии, России. И часто польские, скажем, деятели рассматривали Кавказ как такое поле борьбы за великую Речь Посполитую от можа до можа, да? Вот, и рассматривали это как арену, где они могут поквитаться с русскими, так или иначе. Да, в каких-нибудь, скажем, там войнах против Германии пытались поквитаться с Германией. Вот. Были венгры, здесь особенно играла роль, скажем, операция князя Паскевича в 1849 году, венгерское восстание. Да? Были. Зачастую они не представляли даже интересов каких-то государств. Мы говорили о нетрадиционных игроках. Да? Сетевые структуры, личные какие-то авантюристы были, да, раздавали обещания, конструировали какие-то, так сказать, собственные представления. Что касается Османской империи, ну, Османская империя продвигала свои интересы, Российская империя свои интересы. Повторюсь. Оказалось, что Российская империя смогла много чего предложить.
Означает это, что здесь все было бескровно, замечательно, прекрасно? Нет, конечно. Любая интеграция, она, к сожалению, предполагает и конфликты, и сложную притирку и так далее. Но в любой стране такие вещи есть. Вот любую буквально пальцем мы покажем. США, проблема конфедератов, Южные Штаты. Великобритания, Уэльс, Корнуэлл, Шотландия, Ирландия. Франция, Корсика, Британь и так далее. Любая страна. Болгария, турецкий вопрос. Везде, где многосоставная, где 2-3 народа есть, всегда вот эти трения возникают. Но мы смотрим и по определенным последствиям, повторюсь, которые касаются и образования, и литературы и так далее и тому подобное. И сегодня мы рассматриваем, я лично рассматриваю черкесский фактор как важную часть общероссийской идентичности, неразрывную часть большой России, которая показала, повторюсь, эту приверженность общим российским целям, ценностям и так далее. И это не просто слова, можно посмотреть на разные, опять же, сферы науки, культуры, образования и так далее и тому подобное. Спорта, опять же, и военной сферы, и прочее, прочее, прочее. А насчет того, что хотели переселиться, понимаете, любой вопрос переселения, это же не, как я говорю, не к бабушке съездить в соседний город, да? Это язык, это работа, это квалификация, обучение, переезд и так далее. По совокупности, я думаю, эти факторы все работали. Потом ситуация в той же Сирии стала стабилизироваться. Вы знаете, мне много приходилось по роду своей работы общаться и с беженцами разными. Да? Вот год назад я был в Мариуполе и общался с жителями, и многие мне говорили, вот вы знаете, город наш совершенно, действительно, Мариуполь, я просто был потрясен, это тема отдельного разговора. Казалось бы, трудно меня чему-то удивить. Я видел разрушенный Грозный, разрушенную Шушу, видел разрушенный Сухум, Ицхинвал и так далее. Но Мариуполь, пожалуй, превзошел по многим показателям эти разрушения. Но люди говорили мне, вы знаете, вы вот родились у моря, и мы не можем без моря. Мы все равно приедем сюда. Для человека все-таки родное место, оно всегда имеет какую-то особую притягательность. Поэтому я не думаю, что здесь только исключительно геополитика или какие-то там чиновные проволочки сыграли. Уже 1,5 часа идет наш разговор. Я думаю, можно уже подходить к завершению. Если есть постфактум, что сказать, то я передаю слово Сергею Мирославовичу. Уважаемые друзья, спасибо за то, что вы в субботний день, выходной, выкроили почти 2 часа для того, чтобы прийти, послушать, задать вопросы. Я уверен, что многое, наверное, из того, что я сказал, и частично, может быть, не совсем вами принималось. Я к этому спокойно отношусь. Повторюсь, правду мы знаем все вместе. И будем искать ее все вместе. Вот. Я рад, что вы были со мной, слушали, были готовы слушать, и ваши вопросы были очень интересны. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча, а только начало большого пути. И, пользуясь случаем, я хотел попросить и Руслана Маратовича, и Нурбия разделить мой телеграм-канал. Он называется «Донской казак». Я писал его латиницей. Вот. Можно и по-русски написать «Донской казак», да, найти его в телеграме, подписаться. И тогда какие-то вопросы, наверное, вы сможете при обращении к каналу получить на них ответы. Или хотя бы какие-то прикидки к ним. Я обращаюсь к теме Закавказья, Южного Кавказа, Северного Кавказа, Украины, в целом российских устремлений на международной арене. И обращался и буду обращаться. Поэтому призываю вас подписываться на Донского казака, читать, и мы с вами, наверное, будем пересекаться и дальше. Вот можно мой телеграм-канал рассматривать как некое продолжение сегодняшнего нашего разговора. Спасибо большое, Сергей Мирославович, за столь уделенное время, внимание. Вопросы были, скажем, такие большие, обширные, большими мазками мы, скажем так, прошлись по всему. Да, но, тем не менее, некоторые такие острые углы действительно мы и сами подняли, и вы ответили. Я за это вам признателен. Спасибо большое. Краснодар и вообще Краснодарский край. Мы будем рады вас видеть у себя в гостях. Мы думаем, что я очень надеюсь, что вы здесь будете, скажем, не только онлайн, но и офлайн.
у вас появится кафе в Краснодаре, я думаю, там любимые, как и в Нальчике, как и в Ябановске, как и в других городах, которые вы посещаете. Мы будем рады вас видеть. Я вас официально приглашаю сейчас к нам. Вот. Будем, я думаю, что дружить, сотрудничать. Обязательно подписывайтесь, дорогие друзья, слушатели, на канал. Мы сделаем ссылку обязательно. Поэтому спасибо вам большое. Вот. Я еще раз хочу сказать для всех слушателей, которые будут смотреть в записи это все. Мы сегодня были на связи с большим экспертом, серьезным политологом, историком. Вот. Я надеюсь, что у нас только самое начало на самом деле. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания, Сергей Мирославович. До свидания. Всем большое спасибо. Спасибо всем большое за за вопросы. Надеемся, что в дальнейшем будете еще больше активны